Люди издавна считают рептилий, ящериц, змей, крокодилов довольно-таки глупыми и ничего не соображающими существами. Полагают, что у них нет никаких чувств и эмоций, а лишь только инстинкты, заложенные матушкой природой. Но происходит много случаев, доказывающих, что такое мнение неверное. Эта удивительная история произошла в Коста-Рике в последнем десятилетии прошлого века, после нее на рептилий стали смотреть совершенно по-иному. А началось все обычным утром. Рыбак Рикардо проснулся, позавтракал и собрался пойти ловить рыбу. Нет, он желал не посидеть на берегу с удочкой, размышляя о бренном, а хотел заработать денег. Добыча рыбы была их семейным бизнесом. Когда-то таким образом дед и отец обеспечивали и содержали семью, мальчик пошел по их стопам. Так как Рикардо от старших узнал все секреты добычи рыбы и знал свое ремесло в совершенстве, то никогда не возвращался пустым. Небольшую часть улова он оставлял себе, чтобы было чем питаться, жена хорошо умела готовить рыбу, а остальное уносил на рынок и продавал. Поэтому деньги в кармане были всегда и семья не бедствовала. Но в этот раз все пошло не как всегда. Когда Рикардо подошел к лодке, то увидел на поверхности воды много крови. Что бы это могло быть? Задался вопросом мужчина. Наверное, крокодилы хозяйничали, их в реке много, попадаются часто. Буду тогда осторожнее, а то сожрут на завтрак, и останутся люди без моей рыбы. Но то, что он увидел дальше, прогнало прочь мысли о грозившей ему опасности, а сердце преисполнилось жалости. В рошах у берега камышах лежал небольшой крокодил, его морда была вся в крови, левого глаза не было, а желтым правым рептилия часто моргала. Крокодилы довольно свирепы, и Рикардо об этом было хорошо известно. Люди частенько попадают на зуб этим прожорливым рептилиям, поэтому жалеть хищников особо ни за что. Но Рикардо при виде этого страдающего живого существа понял, что не сможет просто так развернуться и уйти. Вероятно, крокодил пытался напасть на пасущийся неподалеку домашний скот, был выслежен фермером и получил в глаз пулю. Почему человек не прикончил рептилию до конца, непонятно. Может, крокодил вовремя скрылся, а возможно, было жалко тратить еще один выстрел. Увидев, что животное смертельно ранено, фермер уверенно решил, что оно скоро умрет само, и не стал добивать его. Рыбак с осторожностью подошел к крокодилу и сказал: «Здравствуй, я Рикардо, насколько вижу, тебе нужна помощь, и я ее окажу. Ты не съешь меня, если осмотрю тебя и притронусь?» Со стороны крокодила не было никакой реакции на эти слова. Он лежал неподвижно и, казалось, даже не соображал, что творится вокруг него. Весь его разум был занят только одним, разливающейся внутри него невыносимой болью. Рикардо с осторожностью потрогал его, но животное никак не реагировало и не делало попыток напасть. Тогда рыбак попытался поднять тело и поместить в лодку, чтобы отвезти к себе домой. Но хищник был довольно большим и тяжелым, в одиночку никак не удавалось поднять столь большую тяжесть. Тогда Рикардо сходил к соседу и попросил его о помощи. Тот согласился, они сноровисто положили крокодила в лодку. И у Рикардо в доме стало жить новое домашнее животное. Супруга никак не хотела понять, зачем ее муж так сделал, и начала браниться. Ему же ведь немало надо, не один кусок мяса, как какой-нибудь кошки. А представь, он захочет отобедать мною и нападет, что будем тогда делать? В ее словах был резон, и понятно, что она в чем-то права. Но как выкинуть страдающее животное? Это ж не мусор. Нет, настоящий мужчина не может так сделать. Теперь Рикардо почти все свободное время старался находиться вблизи крокодила, постоянно разговаривал с ним, приучая к своему голосу, и занимался обработкой его раны. Животное никак не реагировало, а в первые дни вообще ничего не ело, отказывалось. Порой Рикардо полагал, что все, крокодил отдал концы, потому что тот мог весь день лежать в одном положении практически неподвижно. То, что он еще жив и не собирается в мир иной, можно было понять только по мигающему желтому глазу. Мужчина был безумно счастлив, когда наконец-то его питомец все-таки съел рыбу. Мужчина от восторга прыгал и радовался, как ребенок. После того, как рептилия окрепла, он отправил ее обратно, где нашел. Но вскоре крокодил сам вернулся к своему спасителю. Так мужчина понял, что хищник хочет жить с ним. Но жене почему-то это радости не доставило, она наоборот разозлилась и ультимативно заявила супругу: «Либо ты выкидываешь из нашего дома эту одноглазую уродину, либо я соберу вещи и уйду отсюда».
Рикардо внимательно посмотрел на женщину, с которой много лет делил постель, она так и не смогла стать его половинкой. Он давно уже хотел расстаться с ней, но теперь благодаря крокодилу появился весомый повод это сделать. «Видишь ли, милая моя, женщин на свете много и жену найду себе без особого труда», — ровно сказал Рикардо. «А вот где я найду подобного друга?» Он взглянул на крокодила. «Нет, не найду». Женщина аж отшатнулась от этих слов, никак не ожидала подобное услышать. Она быстро упаковала свои вещи и ушла из этого дома насовсем. И Рикардо остался один. Точнее, вдвоем с одноглазым крокодилом. Было так же нелегко и хлопотно, но зато спокойней. Но такое одиночество продлилось недолго, всюду стали ходить слухи и рассказы об этой необычной паре. Многим слышавшим об этом хотелось посмотреть на столь необычную дружбу, и в дом Рикардо пошли люди. Им хотелось своими глазами увидеть, что окружающие рассказывали правду, а не очередную выдумку. А хозяина дома такой приток гостей только радовал, потому что многие из них в качестве поддержки оставляли деньги, продукты или вещи. И Рикардо перестал ходить на рыбалку, если и ходил, то довольно редко и только для того, чтобы получить удовольствие. Теперь он получал доход от туристов и богатых граждан, которые хотели как-то его поддержать. А спустя немного времени Рикардо познакомился с доброй женщиной, они симпатизировали друг другу, некоторое время пообщались и стали жить вместе. А потом пошли и зарегистрировали брак. Эта славная женщина отличалась от первой супруги тем, что безоговорочно приняла одноглазого друга, довольно часто у него бывало, кормила крокодила и ухаживала за ним. Через какое-то время Рикардо стал отцом, супруга подарила ему дочку. Крокодил жил в семье несколько лет, дочка подросла, но родители запрещали ей одной подходить к крокодилу только в сопровождении взрослых. И не потому, что боялись нападения рептилий на ребенка, Рикардо достаточно хорошо знал характер своего подопечного. А здесь скорее говорили вколоченная в подсознание информация, что крокодилы злые, жестокие, агрессивные и с этими страхами ничего нельзя было поделать. А потом пришло время, когда крокодил умер. Скорее всего, подошел его срок. Хотя вполне вероятно, что травма тоже забрала много здоровья и сыграла свою роль в приближении конца. Для Рикардо эта потеря была тяжелой, он горько плакал и страдал так, будто потерял очень близкого человека. Хотя в принципе так оно и было, крокодил стал для рыбака настоящим другом и членом семьи. Рикардо не стал переживать свое горе тихо в одиночку, все окружающие видели, как он страдал и убивался, разделяли это горе и сильно сочувствовали. С помощью жены и дочки, которые всегда находились рядом и поддерживали безутешного мужчину, ему удалось пережить эту потерю. А спустя совсем немного времени рыбак принялся воспитывать другого крокодила, совсем детеныша, привыкание к человеку ему давалось с трудом, первое время в нем говорили лишь звериные инстинкты. Но Рикардо был упорным, окружил молодого крокодильчика любовью и заботой, и это вскоре дало свои плоды. Уже подросший крокодил быстро стал совсем ручным и никого из людей не обижал. Но как бы то ни было, этот новый приятель не смог стать заменой умершему одноглазому другу. Для Рикардо и самого было загадкой, почему это так получилось. Тем не менее, когда рыбак вечерами сидел на лавке возле своего дома, то частенько вспоминал своего старого зеленоглазого друга, который навсегда изменил и самого Рикардо, и его жизнь.